Привет, друзья! Вы на канале Home Food. Интересный, быстрый, легкий, вкусный рецепт у меня сегодня. Нет желания долго возиться, а к чаю что-нибудь вкусненькое надо приготовить. И если у вас совсем нет времени, то смешайте венчиком 4 яйца с щепоткой соли. Влейте 400 мл молока. Чуточку размешайте и всыпьте 180 грамм пшеничной муки. Сразу всю. А затем еще добавьте 20 грамм растопленного сливочного масла. Оно не должно быть горячим. Замешивайте все так же при помощи венчика тесто, как на блины. Желательно без комочков. Если не получается гладким, то пробейте тесто погружным блендером или пропустите, перетирая через сито. Вот такое оно должно получиться по консистенции. Приготовление довольно простое. Переливайте готовое тесто на обычный стандартный противень, застеленный пергаментом. Духовка к этому времени уже разогрета до 200 градусов. Выпекайте около 25 минут до готовности. Это простой и быстрый рецепт, который всегда меня спасает, когда совсем нет времени. Дайте полностью остыть на решетке, затем сворачивайте и подавайте. Со сметаной и медом, шоколадом, с вашим любимым вареньем, кто с чем предпочитает. У меня сегодня крем из сметаны, творожного сыра и сахарной пудры. Также отлично подойдет крем из сыра маскарпоне со сгущенным молоком. Он получается пышный и нежный. Далее уже от меня свежая клубника, порезанная на дольки. Сейчас как раз сезон этой вкуснейшей яркой ягоды. Еще немного черники. А теперь всю эту красоту и вкусноту сворачивайте в рулет. Словами не передать, необходимо попробовать. Как же это вкусно и сочно. Ставьте скорее чайник и угощайтесь. Присыпайте сахарной пудрой, украшайте и наслаждайтесь. Приятного вам аппетита! Мне будет приятно и интересно почитать ваши отзывы в комментариях. Пишите, делитесь своими впечатлениями и предпочтениями. Берите и делайте, не бойтесь экспериментировать. А какие десерты готовите вы из клубники? Очень хочется узнать. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!